Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Днепр, он же бывший Днепропетровск. Поговорим с цифрами о том, что произошло с недвижимостью на протяжении как одного месяца, то есть будем подводить итоги прошедшего мая месяца, так и поговорим о долгосрочных процессах, которые я наблюдал в течение одного года. То есть период сравнения будет у нас май 2026 год, мы будем сравнивать с маем 2025 года. Конечно же, поговорим о первичном, вторичном рынке, поговорим в разрезе классов рынка недвижимости. И в конце, друзья, я, подводя итоги, сделаю уже краткосрочный прогноз о том, что будет происходить с недвижимостью города Днепр до конца первого полугодия или второго квартала 2026 года. То есть записываю в мае месяце, в июне точнее. То есть июнь закончится быстро и, естественно, подведем итоги. Итак, друзья, досмотрите до конца видео, я думаю, что будет интересно. И, как я люблю говорить, через призму времени и цифр, давайте вместе с вами попробуем разобраться все-таки в тех процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Днепр. Конечно же, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами карта Донецко-Приднепровского региона, куда входят, как вы видите, ну, до войны входило 4 крупных областных города-центра, сейчас входит 2 крупных областных города-центра. Это город Днепр и город Запорожье. Сегодня мы говорим о городе Днепр. Друзья, перед вами карта или же легенда карты. Давайте кратко, очень тезисно пройдемся о том, что произошло в целом на рынке жилой недвижимости города. Итак, население довоенное, это почти город-миллионник был, друзья. Я предполагаю, что сейчас людей меньше живет, порядка 700 тысяч. Кто из Днепра мне смотрит, напишите, насколько визуально вы можете определить, больше людей сейчас проживает, чем в довоенное время, или же меньше. Следующий показатель, который характеризует состояние рынка недвижимости, это активность по предложениям. Я и компания Olymp Consulting мониторим рынок недвижимости на протяжении уже больше 10 лет с помощью программного обеспечения, на которое у меня есть патент и авторское право. Называется оно Olymp News. То есть я работаю с крупными, с большими цифрами. И на примере количества предложений на первичном, вторичном рынке жилой недвижимости в городе Днепр в мае месяца достигло 41 050 объектов жилой недвижимости было выставлено для продажи. Ну, кто хоть немного знаком со статистикой, то есть это вполне себе или даже может супер сказать, хотя такого слова неприемлемо, репрезентативная выборка, и, естественно, она еще в придачу однородная, то есть разбита по классам, и у меня возможность работы с большими цифрами, минимизировать вот эту статистическую погрешность, и в итоге я вижу целую картинку и вам эту картинку показываю на примере данного слайда. Итак, на 0,6% больше было квартир выставлено для продажи в мае месяце, чем в апреле. Ну, традиционно на протяжении уже многих лет желающих продать больше, чем желающих купить. Дальше, друзья, социальное жилье – это стоимостные показатели. Будем говорить только о процентном соотношении. Снижение за вторичный рынок – это за один месяц минус 0,55%. То есть вполне себя адекватно ведет на рынок жилой недвижимости в городе Днепр. Социальное жилье также аренда одно-, двух-, трехкомнатных квартир. Здесь долгосрочная аренда, поэтому сравнения у нас идут поквартально. Сравниваем четвертый квартал 2025 года с первым кварталом 2026 года. Видим, что аренда выросла за квартал на 1,36%. То есть это достаточно много. Переходя к эконом-комфорт бизнес-классу, также вторичный рынок, мы видим также динамику снижения, минус 0,25%. Что и неудивительно, это все-таки, друзья, прифронтовой город. И я не понимаю, почему растет стоимость в городе Харькове,
в городе Сумы, а вот город Днепр, в общем-то, показывает совершенно другую картинку поведения, так сказать, настроений людей, которые продают. Хотя, мне кажется, фронт к Харькову ближе, чем к городу Днепр. Первичный рынок, друзья. Здесь мы видим, что динамика незначительного роста, квартира эконом-класс выросли на 0,39%. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс показали снижение минус 0,14% за месяц, напомню вам. И первичный рынок элитный класс также показали динамику роста плюс 0,36%. Друзья, ну так, чтобы не совсем было скучно, традиционно веселю вас разными историями. Вспомним Шерлока Холмса. Это известный расследователь в одноименном романе, где Шерлок Холмс раскрывал самые сложнейшие запутанные преступления. И он, естественно, применял научную методологию. Это метод дедукции. Если очень просто, что это за метод? Это научный метод, который от общего переходит к частному. То есть сначала Шерлок Холмс видел полностью картинку, и потом уже декомпозировал эту картинку преступления на составляющие, то есть улики, заинтересованность того или иного персонажа, ну и так далее. Вот это метод дедукции. Я его также вам демонстрирую, только на примере не расследования, а исследования рынка жилой недвижимости. То есть показываю вам общую картинку того, что произошло с рынком жилой недвижимости на протяжении 1 месяца. Это и называется метод дедукции. А теперь будем переходить от общей картинки уже к частному, то есть будем декомпозировать или более подробно рассматривать как первичный, так и вторичный рынок в разрезе классов. Надеюсь, я, в общем-то, как оно называется, немного вас отвлек от цифр. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь мы видим карту города Днепр. Мы будем говорить о социальном жилье, которая, как видим, подешевела за 1 месяц на 0,5%, минус 0,55%. Что бросается в глаза, друзья? Наибольше всего из всех административных районов подешевела жилая недвижимость в Новокадацком районе, минус 0,60% за месяц. Ну и меньше всего подешевела недвижимость, нет, друзья, не в Новокадацке, а Самарский, традиционно Самарский район. Ну, кто с Днепропетровска меня смотрит, тому объяснять не надо. Кто не с Днепра, это, в общем-то, такой спальный массив, это там производства очень много. У меня, кстати, там даже родственники жили до войны. То есть я очень хорошо знаю этот район, там самая бюджетная недвижимость. И так она подешевела за месяц почти на 1%, минус 0,83%. Ну и меньше всего подешевела недвижимость, мы видим в Соборном районе, минус 0,31% за месяц. Переходим к следующему слайду. Здесь мы будем говорить о том, что произошло с рынком жилой недвижимости на протяжении, друзья, уже 4 года и 5 месяцев. Это уникальный контент, который вы нигде не встретите в просторах интернета. Я знаю, о чем говорю. Данный контент появился благодаря вашим просьбам. Вы просили меня, Андрей, покажи, что произошло с рынком недвижимости на протяжении всего периода войны. В качестве примера я взял социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине. Днепр не исключение. Итак, напоминаю, что война началась в 2022 год, 24 февраля. Здесь поквартальные исследования. Итак, март 2022 год, $626 стоимость квадратного метра данного класса жилья. Первый год войны мы увидели снижение порядка 8 или 9%. Можете пересчитать, я могу ошибиться, точно не помню цифры, но где-то такая динамика была. Второй год войны мы видели некая плата, рынок недвижимости встал на паузу, как и Конституция, то есть это связано было с тем, что с каждого утюга нам рассказывали о том, что война закончится, будем пить кофе на набережной Ялты. Вспомним, именно в этом году, второй год войны, мы наблюдали, так сказать, как Российская Федерация отводила свои войска с Харьковской области, с Черниговской, с Сумской, с Киевской, ну и так далее. Да? И поэтому люди, которые продавали недвижимость, решили, так сказать, поставить на паузу свои продажи для того, чтобы
ну, во время войны продать в любом случае себе дешевле. Ну, я предполагаю, что с этим связано именно второй год войны, почему стоимость не снижалась. А вот третий год войны, друзья, тут мы увидели, как недвижимость снижалась на 13 практически процентов, там чуть больше даже. И что произошло в 2005 году? Эта загадка остается для меня до сих пор. Мы увидели, что практически с третьего квартала 2025 года, как я люблю говорить, с какого-то перепугу недвижимость при фронтовом городе начала расти. И росла она, друзья, подумайте только, росла она у нас до марта, да, получается, до марта, март же здесь, третье, да, до марта 2026 года. И уже апрель-май мы видим снижение стоимости квадратного метра, что, собственно говоря, ну, как минимум говорит, что рынок недвижимости подвержен колебательным процессам, незначительным, длиною здесь было у нас тоже полгода, чуть больше, и теперь, возможно, это начинающиеся тренды по снижению стоимости квадратного метра, хотя, еще раз повторюсь, друзья, что тренды это когда мы видим на протяжении года, если на протяжении года, вот как вот здесь, допустим, да, или в начале войны мы видим снижение на протяжении года, то вот это называется тренды, то есть долгосрочные процессы. Здесь всего лишь 3 месяца, да, 3 месяца видим снижение, поэтому это пока лишь колебательные процессы. Но я, друзья, не сомневаюсь, что все-таки недвижимость в городе Днепр будет снижаться. Этому есть логические объяснения, о которых мы поговорим чуть позже. Но в целом, друзья, за весь период войны недвижимость внизу, смотрим экселевские данные, подешевела на 13,42%. Друзья, отвечая на ваш вопрос, еще раз повторяюсь, недвижимость подешевела или подорожала, задавая такой вопрос, вы должны совершенно четко определиться с периодом исследования. Если период исследования у нас будет 25 год, где-то с 9 или 6 месяца, то в данный период она дорожала. Если мы говорим за весь период войны, 4 года и 5 месяцев, она подешевела на 13,42%. Друзья, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Следующий слайд, очень быстро пройдемся, это аренда. Аренда в целом по городу Днепру. Вот здесь красная строка подорожала за квартал, сравнивая четвертый квартал 2025 года с первым кварталом 2026 года, подорожала на 1,36%. А следующий слайд посвящен вторичному рынку. Квартиры эконом-комфорт, бизнес-класс, они также вполне ведут себя логично, и снижение 0,25% за месяц. Можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра и снижение в процентном соотношении также за месяц. А следующий слайд, друзья, посвящен уже первичному рынку. Напомню, что первичный рынок – это квартиры, которые еще не сданы в эксплуатацию. Итак, мы видим, что здесь снижение минус 0,36%, нет, рост 0,36%. Также, друзья, видим, что ну давайте я перепроверю. Да, первичный рынок 39%, почему 36 сказал, плюс 0,39 в целом по городу. Вы можете в абсолютных цифрах посмотреть стоимость квадратного метра по административным районам и также увидеть рост в процентном соотношении всего лишь за месяц. Следующий слайд, друзья, посвящен также первичному рынку, но уже квартиры комфорт бизнес-класс. Здесь мы видим, друзья, снижение незначительное, минус 0,14%. Вы, кстати, можете на легенде карты отслеживать то, что я говорю. Здесь более декомпозированные в табличке данные, а здесь они обобщенные, которые, в общем-то, я в начале видео вам рассказывал. Итак, мы видим, что стоимость квадратного метра в абсолютных цифрах достаточно сильно отличается в зависимости от административных районов. Ну и в данном случае снижение также видим в процентном соотношении. Ну и последний слайд посвящен колебательным, так сказать, процессам.
Здесь это первичный рынок, квартиры элитного класса. Они подорожали в целом по городу на 0,36%. Обратите внимание, что осталось всего лишь 3 административных района, которые, так сказать, где строятся квартиры данного класса или квартиры с характеристиками, которые мы называем элитный класс. Но на самом деле это Ассоциация строителей Украины. У них есть классификатор, вы можете найти на их сайте технические характеристики, которые соответствуют данному жилью. Видим, что локации Шевченковский, центральная часть города, Соборная, это центральная часть, центральный район, только здесь строятся квартиры подобного класса. И так мы видим, что они очень сильно отличаются в стоимости квадратного метра в зависимости от локации. В данном случае незначительная динамика роста, повторюсь, за месяц плюс 0,36%. Следующий, друзья, слайд – это традиционный слайд о тенденциях длиною в 1 год. Посмотрите, как себя ведет интересный рынок недвижимости. Период сравнения май 2025 год, на примере класс социальное жилье, $535 за квадратный метр видим, да, и уже в мае 2026 года это $542 за квадратный метр. Что показало динамику роста плюс 1,31%. То есть мы наблюдаем, что, ну здесь помесячно, видим, что пик роста у нас был до 31 декабря 2025 года. Это $552 за квадратный метр. И я сказал 3 месяца, нет, 5 месяцев на самом деле, видите, здесь более подробно видно. И начиная с январь, февраль, март, апрель, май мы видим динамику снижения стоимости квадратного метра, хотя это, в общем-то, достаточно логичное поведение рынка недвижимости прифронтового города Днепр. И всего лишь рост за год 1,31%. То есть я предполагаю, что вот это уже начинающиеся тренды, которые мы будем наблюдать в течение 1 года. Также, друзья, вот здесь внизу индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок, единичка, запятая, 0,13. Это положительный индекс. Напомню вам, что индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра недвижимости во времени. Он считается просто, если у вас есть статистические данные. Показываю на примере, как считается. 542 делим на 535. Получаем рост в процентном соотношении за год 1,31%. Или же положительный индекс единичка, запятая 0,13. Друзья, немного рекламной паузы. Я и компания Alim Consulting на протяжении многих лет готовим индексы рынка недвижимости по всем сегментам. То есть это и жилая, и коммерческая, и земля, и домовладение, и так далее. Больше 12 сегментов. Меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или риск-менеджменту. Данные специалисты знают, как меняется стоимость не квадратного метра, а стоимость денег во времени. А я, друзья, один из немногих знаю, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости, также во времени. Вот на примере вам данного графика рисунка это показываю. Период, когда росла стоимость, и период, когда она снижается. То есть данная синергия знаний очень помогает в вашем сложном бизнесе, ну и мне развиваться и, естественно, дальше заниматься исследованиями и наукой. Для того, чтобы меня найти, вам необходимо посмотреть описание канала, где вы увидите мой Viber-телефончик. Можете созвониться, списаться, как будет удобно. Составим техническое задание совместно по всему портфелю недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые какие-то средства. И вы будете наблюдать, как в течение квартала меняется стоимость недвижимости. То есть вы знаете, как меняется стоимость денег, а я буду показывать вам, как меняется стоимость недвижимости. Или растет, или снижается, ну, на примере данного графика рисунка, что позволит вам достаточно, в общем-то, нивелировать риски, выданные с финансированием недвижимости. Итак, друзья, пишите, звоните. На самом деле
Узнаете, кто такой Андрей Гусельников, компания Lim Consulting, ничего плохого обо мне вы не услышите. И, кстати, искусственный интеллект вот прямо, ну, всю правду пишет, не потому что он интеллект на самом деле, он собирает все публикации, статьи, которые я писал, обо мне писали, и, в общем-то, кратко это излагает совершенно, ну, всю, так сказать, все мое портфолио, чем я занимался, какие у меня есть компетенции. Друзья, переходим от рекламы к следующему, последнему слайду. Здесь мы с вами подведем итоги. Вверху у нас тот же самый, видим график, рисунок. Социальное жилье, квартиры, выставляемые для продажи, выросли на 1,31%. А вот внизу квартиры, выставляемые для аренды, также этого класса жилья. Единственное, что здесь период поквартально я сравниваю, март 2026 год с мартом 2025 года. И вот смотрите, внизу красная строка, здесь и в долларах, и в гривне, и в целом по городу сюда одно-, двух-, трехкомнатные и выше квартиры попали. То есть это средняя по городу арифметическая. Итак, мы видим, что, друзья, фантастика. За год недвижимость, причем я перевел вот это в доллары, я посчитал в доллары и есть в гривне. Мы видим, что выросла на 6,44%. Недвижимость, которая сдается в аренду, приносит вам пассивного дохода 6,44%. Ну, это, друзья, фантастика. Почему фантастика? В качестве простого примера, если у вас есть 10 тысяч долларов и вы откроете депозитный счет в банке, вы будете получать 1% в годовом измерении. Такой пассивный доход вам заплатит финансовое учреждение. С 10 тысяч это 100 долларов, это ни о чем. Понятно, что квартиру вы за 10 тысяч не купите, но за 25 в Днепре, а может даже и за 20 купите сейчас. Поэтому 20 тысяч вам будет приносить, если вы будете эту квартиру сдавать в аренду, приносить годового дохода, пассивный так называемый доход 6,44%. Понятно, что отсюда надо убрать амортизацию, это не чисто операционный доход, убрать налоги, в общем, и в итоге вы все равно в районе 5,5% такой пассивный доход в годовом измерении у вас будет. Я никого не призываю, друзья, не покупать, не продавать, не сдавать в аренду, я просто показываю вам цифры, для того, чтобы у вас была, ну, информация к размышлению и пониманию процессов, которые происходят. Что произойдет с арендой, друзья, в квартале, который будет у нас 2 2026 года, я почти не сомневаюсь, что здесь мы увидим снижение аренды. Почему? Потому что аренда достигла своего пика, и, кстати, мне пишут люди, но меня смотрят умные люди, которые, в общем-то, говорят: Андрей, ты знаешь, очень много квартир сдаются военным, то есть офицерский состав живет не в казарме, а живет в квартирах. Также в квартирах съемных живут люди, которые работают в военно-промышленном комплексе, то есть которые ремонтируют технику, собирают там всевозможные беспилотники. Все это, естественно, легче доставлять с прифронтовых городов. Поэтому город Днепр является номер один по пику роста аренды. На втором месте город Харьков, вчера я записывал видео, говорил об этом, по аренде. На третьем месте у нас город Одесса, также рост аренды достаточно серьезный. Ну и замыкает город Киев, и в конце город Львов. Аренда там растет во Львове меньше всего. Итак, друзья, о прогнозах. Давайте закрою показ слайдов. Прогноз, естественно, у нас будет всего лишь до конца первого полугодия, то есть остался 1 месяц, по сути дела. Он закончится быстро. Я предполагаю, что динамика снижения будет продолжаться где-то за этот месяц, за июнь мы увидим снижение, ну, 0,5%, это, наверное, будет очень похоже на правду. То есть в итоге мы увидим, сравнивая июнь 2026 года с июнем 2025 года, у нас будет где-то динамика роста за год. Помните, сначала недвижимость росла в Днепре, потом она снижается, и на сегодняшний день мы наблюдаем снижение. То есть всего в годовом измерении будет не как сейчас 1,40%, а будет порядка
Ну, 1%, то есть мы будем видеть, как линия тренда все-таки вырисовывается, и это будет продолжаться, я предполагаю, до, в общем-то, конца 2026 года. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью в Украине, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, не забудьте подписаться, и до следующих встреч на моих или на моем канале. Да.